Салем, Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия. И сегодня я вяжу вот такую прекрасную летнюю тунику, либо пляжную тунику. Ее можно использовать по-разному. На пляж можно одеть ее сверху купальника, а если собираетесь выйти в город, то, естественно, нужно будет под низ одеть нижнее платье, желательно бежевого цвета. По моему способу вязания такое платье, такую тунику сможет связать даже начинающая вязальщица, потому что это платье вяжется сверху вниз, и вы можете регулировать, во-первых, длину изделия в зависимости от количества вашей пряжи, а во-вторых, это платье не требует вязания дополнительного образца, а расчеты для его вязания очень простые. По моим расчетам вы сможете связать такую тунику на размер МЛ 44-46. И нужно учесть один важный момент, что мои расчеты для довольно-таки стандартной фигуры, для небольшой груди. Если у вас грудь D или E чашечка, то ширина переда, естественно, должна быть шире. Этот момент тоже учтите. Итак, как я ранее сказала, начинаем мы вязать сверху и набираем длинную воздушную цепочку. Вот она, эта цепочка идет по всему платьишку. Как измерить длину этой цепочки? И это очень просто. У нас платье как бы состоит из 8 равных отрезков. Измеряем вот эту длину, она у меня 15 сантиметров. И в 15 сантиметров у меня 29 петель. 29 умножаю на 8, соответственно, у меня тут 8 равных отрезков. И получается у меня 232 петли. Если, например, у вас в 15 сантиметрах получится 30 петель, то вы будете набирать цепочку 240 петель. И так далее. Зависит от вашей плотности вязания, от крючка и пряжи. А я использовала пряжу Gazal Baby Cotton. В этой пряже 60% хлопка и 40% акрила. У меня на мое платьишко ушло ровно 7 мотков. Несмотря на то, что туника вяжется очень просто, конечно, это занимает определенное количество времени. Я вязала свою тунику 4 дня. Естественно, не целый день, а с перерывами на работу и домашние хлопоты. Никто их не отменял. Ну и в зависимости от вашей скорости вязания и количества свободного времени займет у вас вязание этого платья от 4 дней и более. Ну и, конечно же, желаю вам приятного вязания. Приступим. Вяжу из пряжи Gazal Baby Cotton. Здесь 60% хлопка и 40% акрила. В 50 граммах 165 метров. И вязать буду крючком 3,5 миллиметра. Платье вяжется, начиная от верхней части. И за счет этого с легкостью можно, в зависимости от количества пряжи, регулировать длину. Для этого нужно набрать воздушную цепочку равной верхней части изделия. У меня на размер МЛ, и при моей толщине пряжи и толщине крючка это будет 232 петли. У меня с каждой стороны здесь по 15 сантиметров. Платье будет трапециевидной формы. Прибавку при вязании этого узора, который мы будем вязать, тоже делать очень легко. И в конце свяжем лямочки. У меня, напомню, это размер будет МЛ. Набираю 232 воздушные петли. Нужно набрать будет 232 воздушные петли и замкнуть в круг. И даже я бы сказала, что самое сложное в вязании этого платья это как раз набрать эту воздушную цепочку длиной 232 воздушные петли. И потом еще проверить, чтобы она не перекрутилась. Итак, набираем воздушную цепочку. Первую петельку я не затягиваю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Всего 232 петли. Готово, я набрала 232 воздушные петли. Теперь я проверяю внимательно, чтобы у меня цепочка не перекрутилась. Готово. И теперь замыкаю.
и затягиваю наборную нить. Также можете скачать себе схему. И у меня от прибавки до убавки 29 петель. Из них минус 2 на убавке. Соответственно, мне нужно провязать столбики в 27 петель. И в одну петлю, где будет прибавка, я в одну петельку провяжу 2 столбика. Вот здесь будет прибавка. 2 столбика в одну петлю. Соответственно, сейчас я провязываю 26 столбиков с накидом, а в 27 петлю буду делать прибавку. Итак, первый столбик подъема — это 3 воздушные петли. Поначалу может быть неудобно, но начиная со второго ряда все будет очень просто. Итак, провязываем первый ряд. Провязываем первый столбик. Это 3 воздушные. Заменит нам столбик подъема на новый ряд. И далее в каждую петлю провязываем 26 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Всего 26. Провязала 26 столбиков. Не забываем, что первые 3 воздушные петли подъема также считаем за столбик. И в 27 петлю провязываем 2 столбика с накидом, 1 сюда же, второй. Далее провязываем 3 воздушные. И в следующую петельку также провязываем 2 столбика с накидом в одно основание. Готово. Далее провязываем 26 столбиков с накидом. Провязываем самостоятельно. И дошли до убавки. И здесь нам снизу нужно пропустить 4 петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем и провязываем следующий столбик. Готово. И далее вяжем 26 столбиков. Этот столбик тоже учитываем. То есть еще нам осталось провязать 25. Провязываем самостоятельно. Всего должно быть провязано 26 столбиков. И потом будем делать прибавку. Итак, провязала 26 столбиков. Пересчитайте. И в 27 провязываю 2 столбика. Делаю прибавку. 3 воздушные. И в следующую петлю также провязываю 2 столбика с накидом. И дальше снова вяжу 26 столбиков с накидом. Провязываем самостоятельно. Теперь снизу пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4 и вяжем в пятую столбик с накидом.
И далее до прибавки нужно провязать еще 25 столбиков. Чтобы вы не запутались, вместе с первым столбиком будет до прибавки 26 столбиков. Провязали 26 столбиков. Теперь делаем прибавку. В следующую петлю провязываем 2 столбика. Один, сюда же второй. 3 воздушные. И в следующую петлю также провязываем 2 столбика. И далее вяжем 26 столбиков с накидом. Теперь делаем убавку. Снизу пропускаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в пятую вяжем столбик с накидом. Далее вяжем 25 столбиков, а вместе с первым столбиком будет 26. Далее провязываем прибавку, то есть в одну петлю провязываем 2 столбика в одно основание. Далее провязываем 3 воздушные и в следующую петлю провязываем 2 столбика в одно основание. И далее провязываем 26 столбиков с накидом. Довязала до конца ряда, снизу осталось 4 петли. Ряд закрываем. И таким образом мы сделали убавку. И дальше у нас идет опять убавка. Нам нужно убавить 2 петли, то есть 2 столбика, и присоединиться к третьему. Но мы находимся в начале ряда. И на третий столбик мы перемещаемся соединительными петлями. Вяжу за заднюю полупетлю. Далее 3 воздушные петли, это столбик подъема на новый ряд. И провязываем до прибавки. Получается еще 25 столбиков. Всего с первым столбиком, состоящих из 3 воздушных, до прибавки, прибавку будем вязать вот в эту арочку, провяжем 26 столбиков. Итак, провязываем за заднюю полупетлю. Готово. Провязали до арочки. И в арочке прибавку будем провязывать также за заднюю полупетлю. 1 столбик. Сюда же второй. 3 воздушные. И здесь снизу мы провязывали, как помните, 3 воздушные. 1 остается. В крайнюю также провязываем за заднюю полупетлю 2 столбика. Сделали прибавку.
И далее вяжем за заднюю полупетлю до убавки. В принципе, столбики можно не считать. Главное помнить, на убавке мы не довязываем 2 столбика. Отсюда 2 убираем и отсюда 2. Вяжем до убавки. Итак, готово. До убавки осталось снизу 2 столбика. Пропустили 2 с этой стороны и 2 с этой. И провязываем 1, 2, 3 в третью петлю за заднюю стенку столбик с накидом. Вот что получается. И вяжем далее до прибавки. Столбики с накидом за заднюю стенку. Готово. Провязали до прибавки. Здесь также за заднюю стенку в первую петельку, в первую петлю воздушной цепочки провязываем 2 столбика. Далее 3 воздушных. И в петельку перед столбиком, также за заднюю стенку, провязываем еще 2 столбика в одно основание. Провязали прибавку. И далее вяжем столбики с накидом за заднюю полупетлю до убавки. Здесь также пропустим 2 столбика с одной стороны и 2 столбика с другой стороны и сделаем убавку. Итак, готово. Провязали до убавки. Снизу пропускаем 2 петельки. 2 столбика с этой стороны и 2 с этой. И провязываем столбик с накидом за заднюю полупетлю. Готово. И дальше вяжем до прибавки столбиками с накидом за заднюю полупетлю. Провязали до прибавки, провязываем 2 столбика с накидом в воздушную петлю за заднюю стенку, далее 3 воздушные и еще 2 столбика с накидом в воздушную петлю, также за заднюю стенку. И далее вяжем до убавки столбиками с накидом за заднюю стенку. И провязали до убавки. С этой стороны пропускаем 2 столбика и с этой стороны пропускаем 2 столбика. И провязываем столбик с накидом также за заднюю полупетлю. И вяжем далее до прибавки за заднюю полупетлю. Как видите, все очень-очень просто. Вяжем до прибавки. Итак, провязали до прибавки, до конца ряда осталось совсем чуть-чуть. 1 столбик в эту же петлю, второй. Далее 3 воздушные. Одну петлю пропускаем, вяжем следующую за заднюю стенку. 1 столбик и сюда же второй. И далее до убавки, и это будет конец ряда. Здесь не довязываем 2 столбика. Готово. Провязали до конца ряда, не довязали 2 столбика. Ряд закрываем.
И нам нужно, поскольку у нас здесь идет убавка, перейти через 2 столбика. Сделаем это также за заднюю полупетлю соединительными столбиками. Далее опять 3 воздушные, это столбик подъема на новый ряд. И повторяем все то же самое, как вязали в предыдущем ряду. Вяжем точно так же столбиками с накидом за заднюю полупетлю. Прибавку и убавку делать очень просто. И в каждом 5-м ряду мы будем делать прибавку, для того, чтобы у нас у платья получилась трапециевидная форма. И будем делать эту прибавку в каждом 5-м ряду. Поэтому до 5-го ряда провязывайте самостоятельно, а в 5-м ряду покажу, как очень просто мы будем делать эту прибавку. Я провязала 4 ряда, и вот как это выглядит. И теперь на 5-м ряду и в каждом 5-м ряду будем делать прибавки. Прибавку будем делать в том месте, где мы и делали прибавку до этого. То есть вот там, где мы провязываем 2 столбика, 3 воздушные и 2 столбика. Эти линии у нас проходят, соответственно, по спинке и по переду, и по бокам. Итак, продолжаем вязать. Также соединительными столбиками за заднюю полупетлю идем к 3-му столбику. 1, 2, 3 сюда. Три столбика подъема на новый ряд. И дальше вяжем также столбиками с накидом за заднюю полупетлю до прибавки. Все то же самое, только с той разницей, что здесь мы уже будем провязывать 3 столбика с накидом в одно основание и сюда тоже 3 столбика с накидом в одно основание. Итак, провязываем до прибавки. Итак, довязали до прибавки. В первую воздушную провязываю 3 столбика в одно основание. Далее 3 воздушные. Пропускаем петлю и в следующую, также за заднюю стенку. Также провязываю 3 столбика в одно основание. И вяжу далее столбики с накидом за заднюю стенку. Соответственно, по ряду такую прибавку мы делаем в 4 местах, в каждом 5-м ряду. И сейчас вы можете связать желаемую длину изделия, и затем встретимся. Ну и, конечно же, через некоторое время покажу вам промежуточный результат. Провяжу примерно 30-40 сантиметров и покажу вам, что получается. Я провязала 50 сантиметров, у меня ушло ровно 4 мотка. Дальше я провяжу еще сантиметров, наверное, 30. И думаю, мне будет этого достаточно. Я хочу, чтобы мой сарафан получился длиной немного ниже колена. Продолжаем вязать дальше. Прошло 4 дня и 4 ночи, и я на финишной прямой. У меня остался последний 7-й моток. Я вяжу платье из 7 моточков. И сейчас покажу вам легкий способ присоединить нить, при котором нить можно обрезать и не придется ее прятать. Следите за руками. Затягиваем, и получается очень прочный узелок. И нити можно обрезать
прям под самый корень, и узел не развяжется. Продолжаем вязать дальше, затем приступим к вязанию лямочек. Итак, я закончила. Теперь мне нужно закрыть ряд. Я последнюю петельку вытягиваю и с помощью углы с тупым концом сформирую вот такую же косичку, как по краю, и заправлю нить. Вставила в нить в иглу. Теперь вставляю иглу под обе косички первой петли, первого столбика. И возвращаю нить в ту же петлю, из которой она вышла. Вот таким образом получилась такая же косичка, как по всему краю. Теперь с изнаночной стороны я эту нить заправляю. Спущу вниз по столбику и заправлю в ряд. Вот здесь можно и еще раз закрепить. И вернуть. Готово. Теперь будем вязать лямочки. Одну лямочку я уже связала. Здесь у меня провязано 37 рядов столбиками без накида. Лямочка у меня 20 сантиметров. Беру крючок 3 миллиметра и будем вязать плотную лямку для того, чтобы она практически не растягивалась. Здесь, прежде чем померить 20 сантиметров, я вот так лямочку вытягивала, чтобы в процессе носки она не слишком растягивалась. И сразу померить ту длину, которую мне нужно, для того, чтобы не пришлось потом перевязывать после того, как буду носить платье, и под тяжестью самого полотна лямочка может растянуться. Поэтому вот так прям руками я ее подрастягивала сразу. И для моего роста мне достаточно длины 20 сантиметров. Если ваш рост высокий, я маленького роста, 1,55 м, для меня вот лямочка 20 сантиметров идеальный вариант. Итак, начинаем. Вот у нас есть тут арочка, самая первая, верхняя. В нее провязываем 4 столбика без накида. Вот так ниточку складываю вдвое. Крючок вставляю в арочку, подхватываю рабочую нить, провязываю столбик без накида. Далее эту ниточку вот так ложу на нижнюю нить и набираю еще 3 столбика. Готово. Воздушная петля подъема на новый ряд. Переворачиваем. И дальше вяжем 1, 2, 3. 3 столбика. Воздушная петля подъема на новый ряд. Переворачиваем. И также 1, 2, 3. 3 столбика. Воздушная петля подъема на новый ряд. Переворачиваем. 1, 2, 3 и так далее. Обязательно вот так подтягиваем и вяжем нужную вам длину. У меня это 20 сантиметров, 37 рядов. Провязываем самостоятельно, а далее присоединим лямочку к спинке. Итак, я закончила, провязала лямочку. Теперь нить я обрезаю, можно обрезать подлиннее. Мы сейчас будем пришивать. Беру иглу с тупым концом, нить вытягиваю. И буду пришивать вот таким образом. Обязательно посмотрите, чтобы лямочка не перекрутилась.
И здесь у меня снизу 3 петли. И на лямочке то же самое. Вставляю иглу вот так в крайнюю петлю. И снизу тут остается перемычка. И пришиваем петелька в петельку. Вот что получилось. Можно сделать еще несколько стежков. Теперь нить увожу в ряд. Удобнее с изнаночной стороны. Здесь сделаю закрепительный узелок. Верну вот так обратно и тут обрежем. Нужно делать все крепко, максимально аккуратно, чтобы после стирки и ВТО никакие нитки не вылезли. Здесь у нас при наборе тоже осталась нитка, мы ее вот так в ряд заправляли. Здесь мы первую провязывали закрепляющую, поэтому она никуда не денется, можно вот так ее обрезать. И мой сарафан готов, наконец-то. 4 дня я его вязала, не целый день, конечно, с перерывами, но очень хотела быстрее закончить. Можете написать в комментариях, когда свяжете такой сарафан, сколько у вас ушло на это времени. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.